Рассказы у камина. Спутник моей мечты. Рассказ. Семен шел по длинному коридору компании «Человек мечты». Недалеко от ресепшена к нему подошел агент. «Здравствуйте! Все-таки решились? Мы много вам писали о нашей компании. Вам просто необходим понимающий партнер в вашей жизни». «Так уж и необходим», – мрачно ответил Семен. «Ну, мы посмотрели через социальные сети, и наши психологи сделали вывод, что вы со своей женой не находите понимания в вашей совместной жизни, хотя вы в браке уже 20 лет». «Понимаете, есть», – сделал попытку возразить Семен. «Но это понимание как бы не постоянное, а нестабильное и переходящее в бурные жизнерадостные конфликты». «Вот видите», – обрадовался агент и повел Семена по коридору в лабораторию. Семен нехотя пошел за агентом. Пройдя по коридору, они зашли в громадный зал. Там стояли аппараты, чем-то напоминающие оборудование МРТ. «Вы должны подписать с нами контракт», – вежливо напомнил лучезарно улыбаясь агент. «Я не пойму, как это работает», – нерешительно проговорил Семен и сел в кресло. «Все просто. Вы подписываете контракт, с вашего счета списываются деньги, проходите процедуру, и вы человек мечты». «А почему я, а не жена?» – пытался перевести стрелки Семен. «Наши психологи провели анализ вас и вашей супруги и сделали вывод, что сделать некоторые поправки в вашей психике гораздо проще и дешевле сделать вам, а не вашей жене». «А поподробнее», – начал беспокоиться Семен. Агент налил бокал воды и подал Семену. «Выпейте, не волнуйтесь, процедура займет 1 час. Мы переформатируем ваш мозг под психику и мировоззрение вашего партнера. Ваши дальнейшие поступки не будут конфликтовать с мировоззрением вашей жены. А если я физически не смогу, например, делать то, что будет заставлять меня выполнять ваша подозрительная программа? Не беспокойтесь. Все ваши физиологические данные учтены и адаптированы под вашу с женой программу». «Вообще-то лучше, чтобы вашу процедуру прошли мы вместе», – начал размышлять Семен. «Мы оба должны пройти эту процедуру». «Нет, так пока невозможно. Наступает конфликт интересов, и программа не работает. Это дело будущего развития нашей технологии. Лет через 20, наверное, будет возможно». Семен допил из бокала воду и задумался. Получается 2 варианта. Подкаблучник или жена без своего мнения, как в некоторых странах Востока. Нет, пожалуй, есть и 3-й вариант. Оставить все как есть. Своих любовниц и странные переписки жены в соцсетях. Периодические скандалы и выяснения, кто прав. Пройдет 2-3 года, буду ли я интересен жене. Все мои поступки за это время будут предсказуемые. Не будет огонька, новизны, неожиданности. Человек постоянно развивается. Если нет новых впечатлений, становится скучно и неинтересно. «А у вас гарантия от развода есть?» – спросил Семен уже с большим интересом. «А как же, 3 года. А потом вы решаете, продлить программу или нет. Многие экспериментируют, иногда меняют прошивку у другого партнера. В общем, творчески развиваются. Но минимальный срок 3 года». Семен вспомнил исторический пример. В XIX веке один из ученых на баррикадах демонстрации протеста получил травму лобной области черепа. После этого его психика изменилась кардинально. Этот мужчина пустился во все тяжкие. Но через 10 лет мозг восстановился, и человек перестал блудить и хулиганить. Снова занялся своим любимым делом, наукой. И это исторический факт. В этом случае было 10 лет, здесь только 3. Семен встал с кресла, достал телефон, зашел на телефоне в справочник адреса и телефоны и нажал Delete. «Давайте ваш контракт».